Батуми. Улица, на которой мы сейчас находимся, называется улица Маяковского. А посмотрим мы сегодня каркасные дома, которые построили ребята, которые приехали с Урала. Я очень критично отношусь к каркасному домостроению. И, собственно, Дмитрий, который является здесь застройщиком, сейчас мне расскажет. Дома бюджетные, недорогие, и, собственно, в этом у них и ценность, потому что дешевых домов новых в Грузии практически нету. Дмитрий, выходи. Привет. Привет. Можно Заходи. идти? Да, конечно. Я пошел. Так, а что здесь будет? Сразу спрошу. Вот я надеюсь, эта деревянная лесенка такой не останется? Нет, она исчезнет. А что будет вместо нее? А калитка будет с асфальтной дороги. А можно, пока ты ее не доделаешь, тебе все деньги не платить? Что можно? Можно, пока ты ее не доделаешь, тебе все деньги не платить? Можно. Хорошо. Свет можешь включить здесь, чтобы было удобнее? Да. Чтобы было освещение. Так. Так, хорошо. Приятно, свежо. В чем была идея? Как ты додумался до того, чтобы построить каркасный дом во влажном Батуми? Да, идея на самом деле простая. Не было готового предложения, когда хочешь жить не в Батуми, хочешь жить где-то рядышком, но чтобы инфраструктура была доступна. И получается, есть грузинские дома, которые под современные реалии как будто бы не подходят. То есть они большие, зимой холодные, летом горячие. Ну и своеобразные планировки – это отдельная сказка, когда в современном грузинском доме туалет может быть на улице, душ может быть вход через балкон. Но они морально многие устарели, да, потому что они строились очень давно. Да, то есть, а если его перетряхивать, то понимаешь, что тебе, возможно, там 5 спален не очень надо, если у вас там семья 3-4 человека. Поэтому... Окей. Скажи, пожалуйста, в чем суть твоего предложения? То есть ты строишь сразу под ключ? То есть вот так вот это все вот так? Два варианта. То есть мы можем... Ну, основное это белый каркас. То есть это мы делаем полностью фасадное решение, мы делаем остекление, перегородки, электрика, разводка воды, отопление, канализации. То есть остается косметический ремонт. Потому что... А ты раньше это делал? Да, 13 лет я занимаюсь строительством. Вот так. сейчас... А тебе сколько лет сейчас? Мне 36. То есть с 23 лет? Ну да, А пойдем начнем с самого начала, с улицы. Да. Если ты не против, то есть до этой красоты мы еще дойдем. Давай начнем постепенно, то есть с самого начала, с фундаментов, собственно. Тут у нас сваи, да, насколько я понимаю? Да, под каждым домом мы используем 15 свай. Пойдем поглядим их поближе. Да, да. А почему вот на этой свае я вижу, что немножечко уже осыпалось? А это не осыпалось, это в опалубке еще, то есть просто где-то не дотрамбовалось. То есть... А мы видим, из чего сделана свая, то есть ширину, толщину арматуры и все остальное? Это можно посмотреть? Так, ну где-то... Ну, или ты можешь рассказать. И просьба, вот можешь чуть вниз спуститься, чтобы мы... Да. Да. Так, сваи у нас высотой сколько здесь? 2 с лишним метра, да? 3? Здесь высота в верхней части 3,80. То есть, ну, они все заглублены, получается, по 2 метра в землю. То есть, получается, первый ряд свай это в районе 6 метров длина. То есть, следующие 4 метра и следующие это 2 с небольшим. Как оно будет облагораживаться? Облагораживаться, ну, тут на самом деле, так скажем, свободная программа, потому что при желании здесь можно добавить еще либо, то есть использовать как мастерская, полуэтаж какой-то, вплоть до того, что можно добавить здесь легко пару комнат, потому что все коммуникации, то есть
вплоть до санузлов, все можно туда подключить. Я понял. Так, мы залезли чуть-чуть повыше. Собственно, я не про утеплитель хотел спросить, а про нижнюю часть дома, про пароизоляцию. Да. Что? Расскажи, пожалуйста, как она устроена. Пароизоляция, пирог стандартный для этой технологии, то есть это пароизоляция, потом утеплитель, снова пароизоляция, контррешетка и уже напольное покрытие. Так, где гарантия, что сырость не будет попадать в дом? Хорошо сделана пароизоляция с двух сторон, то есть... Она сделана, в смысле, с этой стороны и с той стороны? Да. То есть снаружи она делается в первую очередь у пола от каких-то микропотечек и от прочего. То есть, а здесь, основная проблема сырости в перекрытиях, как правило, это что-то не так, когда происходит с коммуникациями. Здесь мы коммуникации делаем, так скажем, под всем пирогом. То есть, чтобы к нему был доступ всегда, то есть можешь сделать ревизию, перенести какие-то мокрые точки, чтобы было очень легко, то есть добавить точку, чтобы у тебя всегда это было под контролем. То есть ты пришел, посмотрел, то есть очень просто, в отличие от монолитных перекрытий, то есть вот как раз у данной технологии в этом большой плюс. Понял. Как я уже сказал, я к каркасникам критично отношусь, поэтому я тебя буду снимать со всяких неудобных ракурсов. Какой угол склона на этом участке? Здесь угол склона варьируется, то есть здесь это в районе 30 градусов, следующий дом это, по-моему, 32 градуса. Так. Третий дом это 34, по-моему, градуса. Потом участок более становится пологим и заканчивается горной речкой. Так, первый вопрос неопытного пользователя. Где гарантия, что я вместе с домом не съеду вниз? Сваи. То есть, фактически оно так и делается, да, всегда. Какой шаг у свай? Шаг у свай 2,5 метра идет. То есть дом, получается, у нас 10 метров длиной, то есть 5 рядов. Вот можем... то есть фактически... Раз, два, три, 4, 5, да. Да, он фактически чуть меньше, то есть 2,5 метра это считается по центрам. То есть между сваями получается 2,300. То есть в чистоте по центрам 2,500. Хорошо. И, значит, у нас здесь он стоит как бы как коробочка на сваях. А конструкция стены из чего выполнена? Конструкция стены, то есть тоже... Я вижу Woolmax, то есть вы утепляли, получается, это утеплитель тот, который используется на стенах? На стенах, на крыше, на полу. Фактически везде, да. Да. А пирог мы можем где-то на срезе посмотреть стены? Пирог на срезе, да, думаю, да. Пойдем? На нижнем доме можем посмотреть. Отлично, мы как раз к нему заодно и пройдем. Да. Фактически я правильно понимаю, что человек, который будет жить здесь, он будет через эти ворота заезжать, то есть он будет в этот дом попадать отсюда, во второй дом будет попадать отсюда, а в третий дом? Нет, не совсем так. В первый дом он попадает с верхней дороги. Так, а где у него будет парковка? То есть, а парковку она дольется там, то есть так как здесь живу сейчас я, то есть я потом парковку себе уже, так скажем, придумаю по месту, то есть с какой стороны я хочу ее долить. То есть для второго дома, то есть 2 паркоместа. Это вот. То, где мы стоим, да. Но здесь достаточно пологий спуск, на самом деле, это такая сложность. Да, то есть по грузинским меркам тут еще не круто. То есть если вы видели, как паркуются иногда и куда заезжают грузинские водители, это прям маленькое чудо. Так, пойдем к третьему дому. Да. А спуск к нему будет отсюда, да, получается? Спуск, да, будет от ворот, то есть мы зальем... То есть вот отсюда? Да, бетонный марш. А парковка у него где будет? Этот дом, он идет без парковки, то есть, потому что, получается, у всех 3 домов разная, говорю, немножко концепция. То есть, кому побольше земли и потише, кому для 2-3 машин припарковаться, то есть, что вот... Если уж сказал про землю, тогда скажи, сколько земли каждому из домов? К этому дому идет 350 квадратов земли, так. К верхнему идет 250 квадратов земли, и к нижнему идет 1100 квадратов земли. То есть там со своим... 11 соток аж? 11 соток, да. А что там растет? Там растет... Пошли посмотрим. Да. Там большая фундуковая роща. То есть свои орехи. Свои орехи, да, вот они у нас. Тут я правильно понимаю, что деревянная лестница превратится в какую-то более надежную? Это все строительный вариант сугубо. То есть, я понимаю, да. То есть вы пока еще закончили, условно говоря, только первый дом. Да, то есть мы как делаем? Получается, собираем 2 уровня лесов, то есть верхний и нижний ряд. Потом, то есть это все демонтируется как на верхнем. Я вижу в этом основание для рассрочки. Нет? Почему нет? Да, вот, собственно говоря, фундук, который ребята собрали уже в этом году. Хорошо. Нет, я все как бы в кадр возьму. Ты все, что мне предложишь показать, я обязательно покажу.
Так. Из такого сохранили максимум растительности. Вот эта деревянная получается на железобетонку, да, условно говоря? Да, но она не так, она пойдет вдоль забора лестницы, просто она вот так пойдет Вот здесь? марш. Да, и он завернет, и вот сюда, то есть вот, грубо говоря, кусочек от него уже вон там вырисовывается Я понял. в грунте. Так, ну тут-то склон хороший. Ну, в принципе, если... А лестница будет с перилами? Да. Нет, она будет... А это можно будет прописать в договоре? Что лестница будет с перилами из железобетона? Я все видел уже в этой жизни, к сожалению. О, как зелено. Ключ? Да. Ключа нет, да? Нет, есть сейчас. Из такого вот, что получилось, мы по максимуму сохранили все посадки. То есть, что у нас так выходишь, у тебя тут... Ловлю? Солнце не мешает? Нормально. Если меня кинешь, то поймаю. Слушай, голоса у нас. Так, ну, у меня логичный вопрос. Дом, который без, условно говоря, парковки, Да. и человек должен быть без машины? Не обязательно, но... То есть технически парковку мы ему можем сделать, просто она по умолчанию не входит. Ну, как здесь жить? Тут, условно говоря, сколько километров? 10, наверное, от Батуми? 6. 6 от крайней линии, 11 от моего дома. Я живу на Химшашвили в середине дома. Я как раз вот и думал спросить, сколько. 6 километров от черты Батуми, от БНЗ. Нет, от Багратиони 6. От Багратиони 6 да, километров. То есть, вот о чем, кстати, не сказал, когда искали участок, то есть, вот просто реально, то есть мы приехали, потратили на поиски, каждый день, целый день мы искали, потратили на поиски полмесяца, потому что мы ездили в Салибауи, то есть вот объехали это Везде тут? полностью все, то есть Ахтабатуми. Сколько стоила земля? Алхасапели. Земля стоила без оформления 15 в квадрат. Мы нашли это, было вроде как, нам потом объяснили, где вы это нашли. Ну да, ценник достаточно недорогой, с учетом того, как это близко от Батуми. Да, что дешево, потому что сейчас вот нас продает через одного сосед по $60, 55 со скидкой. То есть вот так вот. Здесь же уже. Да, через участок от нас, да. А ты говорил, что вы что-то еще хотите строить, а сколько вы будете брать землю? Сколько? Ну, вот сейчас на примете участок большой, это 58 соток. Я почему постоянно спрашиваю, потому что есть люди, которым не нужно построенный дом, которые хотят помучиться сами, да, чтобы они понимали, сколько это стоит. Да, то есть и сейчас, ну, вроде бы как по 35 мы разговариваем. А сколько в процентах на общую сметную стоимость дома ложится земля? Все зависит от квадратуры. Ну, то есть, что... Ну, вот у вас маленькие домики, условно говоря, сколько вам в процентах земля встала в общей смете? Ну, получается, под этот дом больше всего, соответственно. 1 соток. Она продавалась вся по одной цене, да? Я так понимаю? Да. То есть, вне зависимости от уклона участка. Да, то есть, а тут так и продают. То есть, что... К сожалению. Да, то есть тут нельзя, что вырежьте мне филейную часть. Вот это оставьте себе, да? Это невкусно, ставьте себе, да. Но на самом деле это и не сказать, что невкусное, потому что... Сейчас вот покажу, как тут на самом деле это все приятно выглядит. Что ты выходишь, и тут ты прям попадаешь в природу. То есть мы даже вот так хурму оставили, что вот... А здесь будет терраса, собственно, с которой будет открываться вот такой вид. Но мы еще террасы посмотрим в других домах, ну то есть вид будет открываться вот так на зелень. Да, только вот мы оставили, что вот у тебя с балкона ты можешь доставать хурму. То есть... это все останется? Да, то есть мы ее вот вырезали прям под растительность. То есть со второго дома у нас в ручном доступе сливы. То есть вот это получается вот впереди, это вот все вот, такая большая роща, то есть это фундук растет. Угу. То есть, но спускаться-то к этой роще я пока не совсем понимаю, как. Пока спуска особо и нет, то есть мы сделали спуск себе на полуэтаж, который для строительства нужен. А так будет лестница также уходить. А там же внизу, по идее, ну вот под каждым из этих домов, по идее, можно сделать терраску. Терраса, мастерская, либо добавить вплоть до 2 спален. То есть вот к этой жилой площади можно еще добавить себе потом в процессе... 30 квадратов по домам комфортных есть. 30 комфортных квадратов, да. То есть можно расшириться в перспективе. Да. Но вы сдаете, условно говоря, вот именно вот такой вот этаж, да. Как бы со сваями и с куском земли. То есть законченный, завершенный, с ремонтом, с мебелью. Можем с ремонтом, можем без ремонта.
По поводу ремонта, значит, сколько денег? Давай, да. Самое интересное. Сколько денег? А вот смотря, то есть если мы делаем под ключ, на самом деле нет какой-то цены, потому что тут все индивидуально, то есть чтобы это Не пойдет. Сколько денег? Нет, я понимаю. Давай сразу. Я объясняю, почему это. Я понимаю, почему. Минимальная стоимость, цена, за которую ты готов расстаться с одним из этих домов. Они все одинаково стоят? Да, да. Хорошо. То есть, минимальная цена? Минимальная цена, все, мы неправильно поняли друг друга. Минимальная цена 65 тысяч, это цена с землей, это белый каркас, то есть стены, перегородки. Это белый каркас? Нет, это не белый каркас. Белый каркас вот на втором доме. Во втором доме, где мы Да. находились. Пойдем сразу туда тогда. Да. Так, белый каркас. Что он из себя представляет? Да, ну здесь у нас, конечно, строительный хаос, но на это внимание понятно. не обращайте. Доска на полу. Шпунтованная доска, Так. перегородки все. То есть Из чего сделаны перегородки? перегородки это у нас брус, утепление, пароизоляция, гипс 12 миллиметров. Гипс влагостойкий, надеюсь? Да, тут. А можно я посмотрю? Да, все видно на срезе. Можно увидеть, Ну что... да, пока не закрыто. Да, да. Так, это коробка. Один слой. Нет, эти в два. Ну, пока тут я вижу один. А где он второй? Нет, я думал, здесь два слоя утепления. То есть мы, чтобы зашумоизолировать две спальни лучше друг от друга. То есть, что всё здесь понял. перегородки по 12 сантиметров, а стандартные по 7. То есть, это аналог, условно говоря, квартире, только это дом с землей. Да, то есть это две... Денег еще раз сколько, я прошу прощения? 65 Можно на тысяч. балкончик пройти? Да, 65 тысяч долларов. да. Белый каркас. Площадь этого 65. 65 квадратов. Сколько у этого окон? Окон. Раз, 9. два, три, 4. 9 оконных проемов, если мы считаем окном еще дверь. Потому что все двери у нас стеклянные. 9 точек света. Получается, они расположены со всех сторон. И у нас здесь две спальни. Две спальни. Кухня-гостиная. Кухня-гостиная, кладовая подсобная зона, ванная с туалетом. То есть это отдельное помещение, плюс второй туалет, плюс прихожая. Угу. Замечательно. Это стоит 65 тысяч денег. Да. Поскольку это еще не закончено, тут, я так понимаю, что может быть какая-то рассрочка. И рассрочка, и по скидке можно разговаривать по какой-то разумной. Замечательно. Замечательно. Тогда. Еще раз. 11, 6, 6 от 65. Если... 11, 350, 3,5. 250. 2,5 сотки. Да. Я извиняюсь. 6 всего получается на 2. Да. Так, с паркоместом, без паркоместа, с орехами, без орехов. В целом понял. А вариант, пойдем тогда с ремонтом уже посмотрим? Да. Рассказывай на камеру. Да, то есть оставили тут все, что только есть плодово-ягодное, потому что здесь вот у нас под боком слива, также с балконом, и удочкой тут достаем ее. Растет королек, хурма, грецкие орехи, мандариновый сад. Вот весь все, что можно было оставить, оставили вообще максимально щадя. Даже растет, выяснилось, в этом году гранат. В том году он не плодоносил, а в этом году мы такие, ух ты, у нас еще гранат есть. А сколько на машине до моря отсюда ехать? Вот прям до Купабельного. До моря. Не до линии моря, которая на БНЗ, да? Да. А вот до Купабельного. Ну, и я вот просто для себя делаю отсечку не то, что до моря, а вот до улицы Богатерони 10 минут. Но это 10 минут, это в любое время суток, потому что уникальность вот направления Холшени, что здесь не загруженная дорога и новый асфальт. Да, кстати, до самого участка подъезжает асфальт. Я это сейчас с дрона покажу обязательно. Да, что, то есть, в принципе... это, дорогого стоит, б, довольно уникально. Что газ тут есть? Газ есть, да. То есть дома будут газифицированы и пригодны для круглогодичного проживания? Газификация это в цене уже. То есть да? и котел, и система отопления собранная. Это белый каркас? Это вот этот такой белый каркас плюс, да. То есть в белом каркасе уже собрана система отопления, но это плюс еще пару тысяч долларов, как минимум. Чуть больше, да, по факту. Пойдем с ремонтом посмотрим. Да.
Не будем про Сочи, будем все-таки про Батуми. Да. Значит, до города нам здесь ехать 10 минут до Багратиони. До линии моря, ну, давай 20 минут. Если в пробку попадем, то 25-30. Ну, я бы сказал, если быть там точным, давай назовем это 17. Ну, потому что с Багратиони минут Ну, за 7 домой можно поторгуемся. Да. Вот этот вариант, он у нас уже с ремонтом и с мебелью, то есть по заказу, собственно, мы можем это сделать. Сколько будет стоить вариант под ключ? Это под ключ сейчас, условно? Или здесь что-то недоделано? Ну, очень мелкие недоделки есть, то есть это, ну, по мелочи там, это плинтуса, обналичка, то есть не вся стоит. Вот это удовольствие сколько стоит? Грубо говоря, 20 тысяч долларов. Всего-то? Ну, то есть вот такой дом. Ну, в принципе, техника не очень дорогая. Тут Vestel, да? Как бы, да. Luxel. Ну, так не надо было экономить. Чтобы стилистически попросили, то и это. Я понял. Так, в общем, то есть вот это стоит 85 тысяч долларов. Да. Это 65, опять же, квадратных метров. Да. С возможностью сделать еще 30 там внизу, там, либо спальнями добить, либо чем-то еще. Ну, а вот если доплатить, за сколько ты доделаешь еще две? Надо считать, это из серии сколько стоит машина. То есть ты был не готов к этому ответу, хорошо? Да. Ну, его на самом деле просто Посмотрим? нет. Да. Тут все прибрано, можно посмотреть, да? Да. Хорошо. Небольшой рум-тур сделаем. Да. Сколько площадь этой спальни? Площадь спальни... 9-10? 10 квадратов. 10 квадратов. Да. Здесь встает кровать, встроенный шкаф. Да, то есть здесь из такого, что мы используем, так как у нас две спальни идут, то есть мы собрали стеночку, так скажем. Я можно в окошечко так вылечу сразу посмотреть? Да. То есть ты просыпаешься с утра, и у тебя вот такой, собственно, просыпаешься с утра, и вид у тебя вот туда. То есть... Вот такой вид. Да, прям... Так, хорошо. Прям про отопление, да, про коммуникацию. Значит, у нас радиаторами это все топится. Радиатор, то есть вот здесь у нас газовый котел висит. Так. То есть... Это у нас в цену входит? Да. Бойлер? Ну, бойлер стоит подключен временно, ждем подключения газа. Газ подключаем, котел... Не надо его убирать. Почему? Перепады давления газа постоянно есть, горячая, холодная вода, ты нормально не примешь долгий душ в Батуми. Здесь с давлением газа все неплохо. То есть потому что, прежде чем инженерку собирать, то есть по соседям походил, Я жил в всех местах Батуми, которые только здесь. Ладно, здесь я не жил, врать не буду, это в принципе такая история везде во всем. У меня сейчас в квартире встроен именно бойлер накопительный в систему, в которого из газа попадает вода, просто ради того, чтобы я нормально мылся. Это не намного удорожает. Нет, так я добавлю расширительный бак под горячую воду. Вот. Да, то есть... Я понял, то есть он как раз таки имеет функцию расширительного бака. Да. Окей, потому что горячая вода, чтобы поставить под горячим душем, это святое, согласись. Да, факт. Так, теперь пойдем в следующую комнату посмотрим. Да. Так, это у нас такой симпатичный диван. Где брали? Ново. Где? Да. Какая прелесть. Ну, тоже это удивились, потому что турецкая. Тут он, то есть вторая здесь у нас. Здесь у нас вид во двор. Кто у нас тут? Что у нас тут? Ага. Ну, тоже приятно, цветочки растут. Деревце какое-то. А это черешня? Такая взрослая. Да? Да. Я могу это есть? Когда сезон, в смысле? Да. Так, ну и тут получается боковой небольшой вид на это. Ну, тоже, кстати, прикольно. Да, то есть это у нас как раз детская. Понял? Ребенок в цену не входит. Я понял, да. Да, то есть по шкафам... Здесь примерно так же, только... да. Да, зеркально. И то есть, так как стена у нас собрана, условно говоря, молнией, то есть у нас получается здесь встроенный шкаф и там встроенный шкаф. Это, во-первых, дает ровную линию стены, что в небольших комнатах, достаточно важно. Во-вторых, это является доп. Звукоизоляцией. То есть между вами не... Слушай, ну у вас тут частный сектор, то есть это Нет, у вас между комнатами. Ну, что вы собираетесь делать в этой комнате? Ну, одна детская спальня, другая взрослая. Вот. Я к тому, что внешнего источника шума в городе здесь по большому счету нет, поэтому про шумоизоляцию тут можно... Я поэтому сильно не докапываюсь по поводу нее, потому что она здесь не нужна. Она в Батуми нужна, когда ты в огромном корпусе живешь. А здесь, то есть, так как весь дом утеплен каменной ватой, то есть он же выполняет функцию еще звукоизоляции. Да. То есть, поэтому... А пирог стены где мы хотели посмотреть? Во-первых, мы спускались вниз и... Пропустил я этот момент. Ну, вернемся без проблем. Самый главный вопрос. Где гарантия, что через 2-3 года мы не найдем здесь везде плесень? Ну,
особенно хороший каркас плюс вентиляция. То есть плесень Ну, же... нет, ты рассказывать можешь, а ты показывай, пожалуйста. То есть санузлы... Заходи, ну, посмотрим. Как бы. Да. Да. Санузлы с приточной вентиляцией, то есть обязательно. То есть вытяжка на кухне, штука этот... Раздельно, да, санузел? Можно туалет посмотреть? Да. Это у нас туалет. Но он не раздельный, получается. Здесь отдельный туалет. Унитаз. Да, а здесь унитаз плюс ванная, потому что это на опыте уже проживания, то есть давно дома строил. Даже если 2 человека живут в доме, два унитаза. они синхронизируются с какой-то момент. Да. А когда у тебя есть ребенок, это вдвойне актуально, потому что ему не объяснишь. Что... Все, я понял. Хорошо. Тогда, а можно на балкончик тоже выйти, чтобы всю эту красоту еще раз посмотреть? На балконе можно поставить, в принципе, свободно. Сколько у него ширина? Балкон 1,70 на 5 метров. То есть тут, в принципе, 2 места спокойно ставятся со столиком? Ну, даже не 2, потому что, то есть, я 1,85 м, вот по мне можно примерно спроецировать. То есть это какой-то диванчик может даже встать легко. Угловой диванчик, да. Либо такой диван, то есть, что... А это будет как-то защищаться? Дети, выбегающие на балкон, они отлично будут падать вниз. По желанию, то есть добить там ограждение можно, просто мне не надо, потому что у меня там сыну 11 уже не выпадет. А ты этот дом продашь, если его попросят? Если я его продам, то я поеду в Нижний дом жить. То есть, мне здесь все нравится, я даже дальше... Это у нас канатка. Да? Верхняя точка канатки, вот да? она. Угу. То есть ее видно с этой горы. Хорошо. А Самебу не видно? Самеба, она ровно за этой горой. Самеба за этой горой. Но здесь популярный такой туристический маршрут для тех, кто любит хайки либо велики, то есть катаются как раз по дороге идет, то есть по этой дороге можно уехать на Самебу. Давай замерим уровень утреннего шума, 2 секунды помолчим. Тихо. Так, окей, за тишину огромный жирный плюс. Рассрочка, говоришь, есть, да? Все индивидуально можно придумать. Как земля оформлена? То есть, смотри, получается, вы ее выкупали как сельхоз? Да, делали Дальше. проект. Внутри дома у нас сделан. То есть можем предоставить, если сильно будет интересно. И переоформляли в несельхоз. И вот у нас внешняя часть стены, а здесь она как раз-таки видна. Это у нас что? Это у нас... Это у нас, это я на своем доме решил поэкспериментировать. Это ЦСП, то есть вентзазор и уже основной пирог стены. То есть, тут доборки еще ЦСП? не стоит. Цементно-стружечная плита. Стружечная плита. Да. Так, дальше у нас стоит добор. И вот у нас, получается, это у нас идет пароизоляция, и за ней утеплитель. Да, но здесь это не пароизоляция, это супердиффузионная мембрана, то есть, которая нужна для финишного слоя стены. То есть, потому что пароизоляция отвечает за... Это закрывается откосом, да, я так понимаю? Да. На окнах уже сделано. Здесь мы просто немножко, когда окна вставляли, переделали. Я подлечу, наверное, к окнам тоже посмотрю. То есть она просто закрывается так же этой декоративочкой? Да. Вон кто-то не докрутил? Да, это она я говорю, здесь еще не доставлена. Я вижу, что здесь да. еще. Ладно, процесс идет. Да. То есть всегда мелкие доделки. Как соседи? В конце. Соседи тут прекрасные. Я уже видел, этих оптимистов, которые приезжают и орут «Привет!». Да, это сосед Миндия. То есть жил тоже, грузин, жил в Краснодаре. Жился в Краснодаре, приехал... Когда уезжаешь чуть-чуть подальше от города Батуми, часто возникает языковой барьер? Нет, его в данном случае становится даже меньше, потому что, как правило, жители домов – это более взрослое население, зрелое, то есть люди, которые росли в СССР, то есть они все знают язык, то есть что они себя могут и языку научить, и прекрасно понять. Это, кстати, да. Важный вопрос. Пойдем на выход из дома. Куда ходить за едой? За едой, ближайший магазин отсюда, если в метрах, это, наверное, скажу, 200 метров не совру. То есть у нас тут... 200 метров это куда? Вон туда? 200 метров... Выходить, наверное, из дома потихонечку. Да.
Это 200 метров по дороге. Здесь же у нас, вот можно как раз, да, можешь показать. То есть вот у нас Корова. церковь, Я да, вижу. корова. Церковь, корова. В общем-то, Да. базовые потребности Да, жизненные то есть уже это закрыты. Преображенская церковь греческая, то есть Так. греки ее восстанавливали. То есть она была христианская, но разрушенная. Греки в свое время ее восстановили, она стала греческой. Так. Да, из интересного, вот куда мы сами пешком ходили, на вершине этой горы, вот прям на вершине, на ней стоит храм. Окей. То есть на высоте где-то 900 метров над морем. Мы сейчас в районе 120 метров над уровнем моря. То есть, что, ну, ты, наверное, когда ехал, заметил, что все, дорога-то вся пологая такая. К пирогу стены пойдем? Да, да. Да, заметил. Да, и то есть у тебя тут под руками такие маршруты для хайка, то есть хочешь, вышел из дома, пошел на гору, сходил, хочешь, прогулялся более полого до Самебы, то есть до Самебы тут 4,2 километра, то есть это ну, где-то 1,5-2 часа ходьбы, в зависимости от того, кто как ходит. Скажи, пожалуйста, а с какими трудностями ты сталкивался в процессе строительства этого дома, то, к чему ты не был готов? Какие реалии сильно отличающиеся от того, к чему ты привык, условно говоря, у себя там, в Урале? Здесь это прям это отдельная глава, потому что... Мы к ней перешли, да? Да, потому что сложно, на самом деле, все... Начиная от оформления, Так. до покупки материалов, до ассортимента материалов. Давай с оформления, наверное, начнем, к чему ты не был готов. Ну, что-то долго. Что-то долго, что это... Сколько вам до момента, грубо говоря, пока вы там уже готовы были платить деньги, до момента, когда вы начали строить, прошло? Порядка 6 месяцев. 6 месяцев. Да, да. Это перевод земли, получается, вот это согласование проекта. Это по старым историям. А в новых сколько это займет, как ты считаешь? В новых реалиях? Судя по опыту, это вообще 9. И если это люди еще какие-то, ну, так скажем, понимающие и которые стараются продвинуть побыстрее этот вопрос. Тропы стены? Да, потому что, мне кажется, что... То есть, как я понял, тут есть вообще такая категория... Людей, которые говорят, бери, иди. Не нравится, уходи. Не то, что бери, иди. Есть категория, которая, типа, мы поможем перевести. Да. То есть, займемся этим вопросом. Но при этом они не умеют переводить, и они их не переведут. Мы переведем, но мы не умеем. Да, и как будто бы это поставлено на конвейер в плане, что ты оставляешь задаток, они говорят, 3 месяца переведем. То есть, Это помогалки какие-то? Да. Ну вот, которые там грузинские риэлторы, которые все делают. И квартиры сдают, и квартиры продают, и, мол, землю переведем. Но это не вызывает уже сразу вопросов, как сразу они? Вызывает. Многостаночники такие. Да. Во-первых, сразу вызывает, во-вторых, вызывает, когда ты уже знаешь, как это работает, они говорят, 3 месяца. То есть вот сейчас осенью того года ужесточили же условия для перевода. Да. То есть 3 месяца физически невозможно. Нифига не 3, да? Ну, то есть никто не переведет за 3 месяца, потому что, то есть, ну, есть нормативно, что идти, если по супер идеальному графику, не будет 3 месяца. Они говорят 3 месяца. А по факту они берут еще под хитрый договор грузинский. То есть ты отдаешь задаток, вы что-то там подписываете на грузинском, ты потом посмотришь в переводчике о чем там, а там, ну, если на русский язык переводить, договор безвозмездного пользования деньгами. То есть... Что потом, когда он тебе говорит, типа, ой, что-то не получается, нужно доплатить, то есть ты свои деньги именно с юридической точки зрения даже не увидишь. То есть ты скажешь, вот же у меня, а там все хорошо, там ты дал человеку денег попользоваться без каких-то обязательств с его стороны. Еще и без срока, наверное, да? Да. Какая прелесть? Как этого избежать? Искать не самый дешевый вариант, во-первых, по оформлению, и во-вторых, кто профильно работает с землей. Но есть такие люди?
есть, как я понял, их, не знаю, 1,5 человека, насколько я понял. Потому что, что удивило, люди, которые даже занимаются землей, они плавают в каких-то вопросах. То есть сейчас ты говоришь, что по прогнозу, грубо говоря, сам перевод будет занимать 9 месяцев. А сейчас же у нас есть еще такая штука, что нужно проект, чтобы он был уже согласован на предыдущего собственника. Вот в этом проблема, что у тебя должен быть согласованный проект, у тебя должно быть финобеспечение этого проекта. Финобеспечение где должно быть? На счету собственника? На счету собственника, То есть ты ему просто деньги переводишь под честное слово? Ты в целом все для него, получается, делаешь под честное слово, и в этом и проблема, что... Если он передумает? Ты ничего с этим не сделаешь. То есть, так работает. То есть... Как ты строишь вообще? То есть ты что, ему дашь деньги просто вот на добрых щах, типа, чтобы хороший мужик? Нет, мы так не делаем. То есть вот как раз через кого мы оформляемся, то есть он оформляет этот сначала участок на своего местного жителя, то есть через договор купли-продажи. То есть, и вот уже под его гарантией мы занимаемся этим вопросом. А так, да, до сумасшедшего доходит, что люди должны отдать задаток, никому ни за что, потом оплатить проектные работы таким же образом, то есть, потому что сам грузин, у него нет денег, либо он не понимает, что... Либо у него вообще в залоге участок у банка. Да. Такое тоже я встречал, просто когда я искал себе землю. Да, и распространен случай, когда они говорят, вот у меня есть земля. Ты говоришь, хорошо, сколько стоит? Он говорит, цену, все в порядке. Я говорю, документы можешь поставить? Не, документов нет. Она еще не оформлена даже. Она моя, тебе все соседи скажут. Я скажу теперь, что это твое. И они все согласятся. И они все согласятся, и все, и это будет твоим. Я такой, мы в одном месте нам так сказали, а я уже этот ответ слышал, и я такой пошутил. Я говорю, давай тогда представим, что я тебе деньги уже отдал, а ты ими можешь пользоваться виртуально. Ты представишь, что это земля моя. И вот мы, получается, разошлись. Я буду фантазировать, что имею землю, а ты будешь фантазировать, что ты денег получил. Что, согласился? Он так нервно посмеялся, и на этом мы расстались. Я понял. У нас уже пленка кончается. К пирогу стены. Что у нас из себя он представляет? Показывай. Получается, идет, если мы говорим снаружи вовнутрь, то есть идет фасадный материал, то есть здесь это мы используем кликфальц, потом обрешетка, контр-обрешетка, супердиффузионная мембрана, ОСБ 9 мм, которая служит усилением каркаса, и основанием вообще для всего. То есть каркас из 50-ки и 2 слоя утепления каменной вата, то есть итого 100 мм. Сколько по времени этот дом будет эксплуатироваться? Стандартный срок эксплуатации каркасных домов до, так скажем, смены, до капремонта это 30 лет. То есть... Думаешь, он простоит 30? 30 лет, то есть каркасные стоят сильно дольше, просто к ним через 30 лет нужно менять утеплитель. То есть у него срок эксплуатации утепления 30 лет. А так каркасники-то стоят же, рекордные, вообще там, грубо говоря, по 200 лет. То есть... Да, к ним много усилий потом прилагается, как факт, что каркас долго живет сам. То есть, есть какая-то обработка у обрешетки? У обрешетки нет, потому что в Грузии нет огнебиозащиты после продажи. А как она гнить не начнет? По опыту России, просто в России я начинал как раз с деревянного домостроения, то есть основная задача, то есть мне поэтому дерево близко и знакомо, основная задача твоя конструкцию защитить от воды, то есть от доступа к воде, потому что если у тебя где-то постоянно попадает вода на дерево, ты его ничем не спасешь. То есть, огнебиообработки все, они, так скажем, отсрачивают просто процессы. То есть, если у тебя где-то льется вода на дерево, то есть оно все равно быстро сгниет. То есть, что биозащита не сработает. Это так же, как ты обрабатываешь огнезащитой, то есть увеличиваешь время до воспламенения дерева.
То есть это не то, что ты обработал огнезащитой, и тебе все, твой дом стал негорючим. То есть так не работает. Так, давай еще раз подведем итог. Мы имеем, значит, 3 домика по 65 квадратов, Да. стоимостью от 65 до 85 тысяч долларов, либо с ремонтом под ключ, либо в белом каркасе, Да. с земельными участками 250, 350 и 1100 квадратных 1100. метров. Да. Ну, условно, 1100, потому что там склон очень большой. Нет, наоборот, туда склон сильно К более каждому из них идет парковка, кроме нижнего. Да. Но если человек очень захочет нижнее, то что можно придумать? Сделать паркоместо? Возможно это. Да, да. Поскольку они еще не все на 100%. Первый дом самый больше закончен. Насколько он закончен? Ну, 95%. 95%. Там физической рассрочки быть не может. Ну, либо на 5%, да, вот на вот эти. Да нет, все индивидуально. то Это есть. дом наименьшей степени законченности. Сколько он? Ну, мы его можем закончить за где-то 1,5 месяца. Понятно. В договор я смотреть не буду, но я очень рекомендую внимательно посмотреть договор, который заключается. Ну, хотя бы потому, что ты сейчас рассказывал, я понимаю, что базовые принципы договора строения ты хотя бы понимаешь, да? Ну, То да, есть да. гарантийные обязательства какие-то есть у застройщика? Гарантийные обязательства, но на несущие все конструкции. То есть так 5 лет я даю, потому что сам я буду здесь с соседом. То есть это не сей я построил, убежал. То есть... Все так говорят. Не, ну я-то тут живу уже. То есть мне Ну, а если ты его продашь, все, ты уехал. я уехал вот в этот дом, в котором мы стоим. А если ты передумал, все 3 продал? От этого не застраховаться. Мы говорим о том, что 100%. реально может быть, от чего быть не может. Ну, По факту, по договору ты берешь на себя гарантийное обязательство по, минимум на 5 лет? по договору, да, на несущие конструкции, да, мы прописываем. Все Конечно. ясно. Огромное спасибо. Да. До встречи на море. До встречи.